Я хотел бы осветить кратко такую важную тему, как нарушение прав российских граждан в результате продолжающейся линии Вашингтона по охоте на российских граждан в третьих странах. Власти этих стран разными методами вынуждаются к аресту наших граждан, в отношении которых у правоохранительных органов США есть претензии серьезные. В основном они лежат в сфере киберпреступлений. И затем США добиваются их экстрадиции в Америку, где, мы все прекрасно знаем, так сказать, с каким отношением наши граждане связаны. К сожалению, список продолжает расти тех граждан, которые были арестованы, и многие из них уже, большинство из них уже экстрадированы в США. Это уже теперь более 20 человек. Недавно было принято решение об экстрадиции властями Финляндии в отношении российского гражданина Серова. Последний из остававшихся под арестом в Финляндии российских граждан, которые были арестованы в течение 2015 года по запросу американских властей, и он также ожидает экстрадиции, к сожалению. Правда, там были положительные примеры. Вы все прекрасно помните, что гражданин России Ефремов, он был после многочисленных настоятельных требований российской стороны, он был освобожден из-под стражи и благополучно доставлен в Российскую Федерацию, прибыл в Россию при поддержке российского посольства в Хельсинки. И это положительный пример, конечно. Но, к сожалению, таких примеров положительных, несмотря на всю нашу работу дипломатическую и правовую, не так много. Все-таки в основном заканчивается дело экстрадициями, где, в общем, самые разные методы, в том числе противоправные методы давления прямого, применяются к российским гражданам. Это крайне негативная тенденция, нарушающая двусторонние соответствующие договоренности между Россией и США. Игнорируется договор 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам, по-прежнему американской стороной. И, к сожалению, конечно, здесь нарушаются международное право. Экстерриториальное применение законодательства США продолжается американскими властями. Я хотел бы упомянуть о том, уже мы освещали эту ситуацию в СМИ, что на днях уполномоченному МИД удалось посетить в израильском СИЗО российского гражданина Алексея Буркова, который был арестован израильскими властями в декабре прошлого года по запросу США. Сейчас идет судебный процесс в Израиле. Я не буду, естественно, по понятным причинам комментировать ход судебного процесса. У него хороший адвокат, который работает активно. Российские консульские сотрудники оказывают всю необходимую консульскую, правовую поддержку нашему гражданину. Мы будем дальше это делать. Но и визит, кстати, к нему, разговор с ним выявил там ряд шероховатостей по условиям содержания. Мы сказали об этом израильским властям. Будем надеяться, что они будут работать, будут действовать в соответствии с международными стандартами и своими соответствующими обязательствами международными по обеспечению процессуальных прав российского гражданина. Во всяком случае, на этой ноте мы с израильскими властями пока, так сказать, расстались. Но, конечно, сам по себе, так сказать, факт крайне неприятный. Очередной российский гражданин, опять закрытые от нас, от российских властей требования, какие-то инвективы от американских властей. Пока они нам официально неизвестны, насколько я знаю, там должны они были быть представлены американскими властями. Нужно будет, конечно, посмотреть, какие обвинения инкриминируются, но, как правило, еще раз подчеркну, это, так сказать, сфера ИКТ, кибермошенничество, как утверждают американцы. Но так или иначе, в общем, неприемлемая ситуация. На какое-то сотрудничество американские власти, к сожалению, с российскими правоохранительными органами, с российской стороной не идут. И, конечно, это, так сказать, бросает очень серьезную тень, дополнительную на двусторонние российско-американские отношения. Мы работаем и делаем то, что от нас зависит. Но, к сожалению, американцы работают абсолютно в неправовом поле. Такая характерная черта этой администрации, видимо.
И тенденция крайне негативная. Но будем работать дальше с тем, чтобы ее переломить.